Он лицо турецкого телевидения. Любимец миллионов. Его герои мужественны, благородны и готовы бороться до последнего. Но знаешь ли ты, какую боль скрывает сердце Мурата Йылдырыма? За кулисами славы, за идеальной улыбкой, за блеском софитов скрыта трагедия, которую не пережить без веры. Мурат вместе со своей женой пережил 5 потерь детей. 5 раз он смотрел в глаза надежде. И 5 раз терял ее. Сегодня мы расскажем не просто о звезде, а о человеке. О сыне, муже, мужчине, прошедшем через слезы, крики и молчание. Добро пожаловать в историю, где сцена – это жизнь. Мурат Йылдырым родился 13 апреля 1979 года в древнем городе Кония на юге Турции. Его семья была глубоко традиционной, отец преподавал литературу в школе, а мать занималась домом. В этом строгом, но теплом окружении Мурат рос замкнутым, вдумчивым и чувствительным мальчиком. С раннего возраста он проявлял интерес к искусству, но родители мечтали для него о стабильной и серьезной профессии. Мурат был вынужден подавить свою любовь к театру и музыке, сосредоточившись на техническом образовании. После окончания школы он поступил в Йылдызский технический университет в Стамбуле, выбрав факультет машиностроения. Это решение казалось логичным, но не соответствовало его внутреннему миру. Именно в университетские годы произошел поворотный момент. Он вступил в театральный клуб университета и влюбился в сцену. Его друзья вспоминали, что, несмотря на инженерное образование, на репетициях он преображался, становился ярким, сильным, эмоциональным. Это было его настоящей природой. Тогда же он начал изучать драматическое искусство глубже и мечтать о большой сцене. Родители сначала не верили в его выбор, особенно отец, который считал актерство ненадежным делом. Но Мурат был настойчив. Он знал, что его место не за чертежами, а под светом прожекторов. Этот тихий и скромный парень из Конии начал путь, о котором позже будут писать газеты и слагать легенды. Путь, полный борьбы, потерь, любви и мужества. И все началось с того, что он осмелился слушать свое сердце. Путь Мурата Йылдырыма к вершинам актерского мастерства не был выслан розами. Он начинал, как и многие, с эпизодических ролей, маленьких зарплат и съемок без сна. Его карьера началась в начале 2000-х, когда он впервые появился на экране в сериалах «Алрмсус Аск» и «Хаат Белджиси». Эти проекты не принесли славы, но дали опыт. Настоящий прорыв произошел в 2006 году с сериалом «Фортуна», где он сыграл главную роль. Тогда зрители впервые влюбились в его взгляд, голос и харизму. В этом же проекте он познакомился с актрисой Бурчин Терзиаглу, которая позже станет его первой женой. Но самая мощная волна популярности пришла с драмой «Аси». Его дуэт с Тубой Бюйкустюн покорил не только Турцию, но и весь арабский мир. С этого момента его лицо стало ассоциироваться с настоящей турецкой мелодрамой. Однако даже в самые звездные периоды карьеры Мурат нес в себе тревогу. Во время съемок сериала «Любовь и наказание» у него начались сильные головные боли и проблемы с давлением. Врачи настаивали на отдыхе, но он продолжал работать, говоря: «Если я не играю, я умираю внутри». Далее были «Безмолвие», «Рама», «Азиз», «Тишкилат». С каждой ролью он становился глубже, сильнее и тише внутри. Особенно тяжелым периодом стали съемки «Рамы», когда его жена переживала выкидыш. Он играл сурового борца с системой, но вне съемочной площадки был просто муж, пытающийся не сойти с ума от боли. Мурат Йылдырым стал не просто актером. Он стал символом мужественности, боли и стойкости. Его карьера – это не просто цепочка ролей. Это путь мужчины, который никогда не сдавался, даже когда ломался внутри. Первый брак, который казался сказкой. Это казалось идеальным союзом. Мурат Йылдырым и Бурчин Терзиаглу – две яркие звезды турецкого экрана, встретившиеся на съемочной площадке сериала «Фортуна». Их экранная любовь перешла в реальную жизнь, и в 2008 году они сыграли свадьбу. Для поклонников это было настоящей сказкой. Красавец-актер и утонченная актриса, оба в расцвете своей карьеры, оба невероятно талантливы. Свадьба прошла в Стамбуле в узком кругу.
Пресса обожала эту пару, фотографии Мурата и Бурчин не сходили с обложек журналов. Они улыбались, держались за руки и казались абсолютно счастливыми. Многие говорили, это надолго. Но уже через несколько лет что-то стало меняться. Они все реже появлялись вместе на мероприятиях. В интервью Мурат говорил только о работе, а Бурчин о личной тишине. В 2014 году пара официально объявила о разводе. Заявление было коротким и без подробностей, но вся Турция почувствовала, за этим скрывается что-то глубокое и болезненное. Поклонники не верили. Они просили их вернуться друг к другу, создавали фан-группы в их поддержку, писали письма. Но возвращения не случилось. Позже Мурат признался в одном интервью: «Иногда, даже когда ты любишь, ты не можешь справиться с тем, что рушится между вами. Мы пытались, но не получилось». Этот брак стал для него важным этапом. Он научил его не только любить, но и отпускать. Темная правда, обвинения и скандалы с бывшей женой. После развода Мурата Йылдырыма и Бурчин Терзиаглу в 2014 году все выглядело сдержанно и даже благородно. Ни один из супругов не выносил ссоры из избы. Но за кулисами накапливалась обида. Спустя несколько лет правда начала выходить наружу, и она оказалась вовсе не сказочной. В одном из интервью Бурчин внезапно сделала заявление, которое потрясло турецкую публику. По ее словам, главной причиной развода была не усталость от отношений, а вмешательство свекрови. Она утверждала: «Я вышла замуж не только за Мурата, но и за его мать. Она контролировала каждый мой шаг, она вмешивалась даже в то, что я готовлю. Это было невыносимо». Эти слова вызвали настоящий шквал обсуждений в СМИ. Фанаты разделились. Одни поддерживали Бурчин, говоря, что подобные проблемы знакомы многим женщинам в Турции. Другие вставали на сторону Мурата, считая, что он просто оказался между двух огней. Некоторые журналисты даже утверждали, что дело доходило до семейных ссор и криков, особенно в моменты, когда Бурчин отказывалась подчиняться требованиям свекрови. Мурат, в отличие от бывшей жены, не стал открыто отвечать на обвинения. В одном коротком интервью он сказал: «Я не люблю говорить о прошлом. Пусть Аллах будет свидетелем всему». Ходили слухи, что Бурчин планировала подать в суд за моральный ущерб, однако никакого официального иска не последовало. Некоторые источники утверждали, что дело уладили по-тихому ради сохранения репутации обоих. Эта тень прошлого долго висела над Муратом. Он замкнулся, стал еще более скрытным в личной жизни и на годы исчез из обсуждений таблоидов. Только с появлением в его жизни новой женщины он вновь начал улыбаться. Но шрамы, оставленные этой историей, остались навсегда. Настоящая любовь – встреча с Иман Эльбани. После болезненного развода с Бурчин Терзиаглу Мурат Йылдырым словно исчез из светской хроники. Он сосредоточился на работе, избегал личных тем в интервью и всячески оберегал свою душу от новых ран. Многие думали, что он долго не сможет открыть сердце. Но все изменилось в один неожиданный день. В 2016 году судьба подарила ему встречу, которую сам Мурат позже назовет самым важным моментом моей жизни. Это была она Иман Эльбани, марокканская модель, победительница конкурса красоты, женщина с мягкой улыбкой и ясными глазами. Они познакомились через общих друзей, и между ними сразу пробежала искра. Несмотря на разные культуры и языки, они словно понимали друг друга без слов. Мурат позже скажет: «Аллах привел ее ко мне тогда, когда я был готов потерять веру в любовь». Их история развивалась быстро. В том же году он лично попросил руку Иман у ее отца по всем исламским традициям. Они поженились в декабре 2016 года, сначала в Марокко, потом провели церемонию в Стамбуле. Эта любовь была совсем другой. Ни публичной, ни шумной. Они оберегали свои чувства от камер, но каждый их общий снимок в соцсетях отражал глубину и уважение, с которым они относились друг к другу. Иман оказалась невероятно стойкой женщиной. Вместе с Муратом она прошла через страшные испытания, потеряв 5 нерожденных детей. И все же она не сдалась.
Она поддерживала мужа, когда он плакал в больничных коридорах, и молилась рядом с ним, когда надежда таяла. О ней он говорит с благоговением. Она моя опора. Моя молитва, ставшая реальностью. В жизни Мурата Йылдырыма началась новая глава, настоящая, взрослая и сильная любовь. Та, что выдержала боль, смерть, страх и все равно осталась живой. 5 потерянных детей и борьба за отцовство. Это самая болезненная глава в жизни Мурата Йылдырыма. Та, о которой он долго молчал. Та, что разрывала его изнутри, превращая каждого нового ребенка в надежду. И в новую потерю. Сразу после свадьбы с Иман Эльбани они мечтали о ребенке. Мурат хотел стать отцом. Он представлял, как держит в руках крошечные пальчики, как укрывает одеялом малыша и учит его первым словам. Иман тоже с нетерпением ждала этого момента. Они строили планы, выбирали имена, радовались каждой задержке цикла, как чуду. Но реальность была жестокой. Первый выкидыш произошел в начале 2017 года. Иман была на раннем сроке, и врачи сказали, что это бывает. Они приняли это как испытание, надеясь, что в следующий раз все будет иначе. Второй случился позже в том же году. На этот раз боль была глубже. Иман впала в депрессию. Мурат бросил все проекты и был рядом. Он не отходил от жены, пытаясь своими руками склеить ее разбитое сердце. 3-й и 4-й в 2018 и 2019 годах. Эти потери были особенно трагичными, потому что беременности длились дольше. Один из малышей погиб на 5-м месяце. Мурат тогда впервые заплакал в прямом эфире одного из ток-шоу, когда его спросили: «О чем вы мечтаете?» Он не смог ответить. Просто опустил голову. 5-й выкидыш случился в 2020 году. И тогда Мурат сломался. Он признался: «Я начал сомневаться, заслуживаю ли я быть отцом. Может, Аллах испытывает меня, может, у нас не будет детей». Он перестал давать интервью, отказывался от ролей. Иман же продолжала бороться. Она лечилась, консультировалась с десятками врачей, пробовала все, что возможно. Несмотря на физическую и душевную боль, она не сдалась. Эта борьба длилась 5 лет. 5 лет ожидания, страха, молитв, слез и похорон надежды. Мурат прошел все это не как актер, а как мужчина, который хотел обнять своего ребенка и каждый раз провожал его на небеса. Но впереди была еще одна ночь, та самая, когда все могло измениться. Судьбоносная ночь, рождение дочери и страх потерять все. Это была ночь, которую Мурат Йылдырым запомнит до конца своей жизни. Осень 2022 года. После долгих лет боли, слез и потерь его жена Иман Эльбани снова была беременна. В этот раз срок был пройден почти полностью. Надежда была так близко. Но страх все равно не отпускал. Иман находилась под круглосуточным медицинским наблюдением. Ее организм был измотан предыдущими беременностями, и врачи предупреждали, роды могут быть тяжелыми. Вечером Мурат отвез жену в клинику. У нее начались схватки, и что-то в голосе медсестры заставило его сердце похолодеть. Роды осложнились. Врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Мурат, по его признанию, в этот момент стоял в коридоре на коленях и молился, как никогда в жизни. Он не знал, кого он может потерять: жену или ребенка. Или обоих. Операция длилась дольше, чем ожидалось. Мурат сказал потом, что эти часы были самыми длинными в его жизни. Он не мог дышать, не мог думать. Он просто шептал слово: «Проси Аллаха о милости». И вот, спустя вечность, дверь операционной открылась. К нему вышел врач и сказал одно единственное предложение: «У вас родилась дочь. И ваша жена в порядке». Он не сдержал слез. Он, взрослый мужчина, популярный актер, в тот момент плакал, как ребенок. В интервью Мурат позже сказал: «Это была ночь, когда я мог потерять все. И Аллах подарил мне все.
Дочь они назвали Мираф Элай, что в переводе означает «свет, пришедший из мира грез». Ее появление стало не просто рождением, а символом победы. Победы любви над болью, веры над сомнением, жизни над тьмой. С тех пор Мурат часто делится ее фотографиями. Он целует ее лоб на каждой съемке, держит за руку, как самое дорогое сокровище. Айман с тихой гордостью смотрит на них, зная, через какой ад они прошли ради этой улыбки. Состояние здоровья и перенесенная операция. На экране он всегда выглядел сильным и неуязвимым. Но, как и любой человек, Мурат Йылдырым тоже сталкивался с проблемами, о которых публика долго не знала. Его внешняя выносливость и твердость часто скрывали усталость, тревогу и даже физическую боль. На протяжении многих лет он не жаловался. Даже во время самых тяжелых съемок он продолжал работать, не отменяя график, даже если чувствовал себя плохо. Но организм все же дал сигнал. В середине 2023 года Мурат внезапно исчез с экранов и пропустил несколько съемочных дней в сериале. Только позже стало известно, он перенес операцию на глазу. Все началось с ухудшения зрения и регулярных болей, которые он игнорировал, считая это усталостью. Но однажды утром он проснулся и понял, что один глаз почти не видит. Врачи диагностировали острое нарушение в зрительном нерве, которое могло привести к частичной потере зрения, если не вмешаться немедленно. Операция была срочной. Она проходила под полным наркозом и длилась несколько часов. Сам Мурат позже признался: «Я не боюсь боли, но когда тебе говорят, что ты можешь перестать видеть, внутри все сжимается. Это страх, который невозможно описать словами». После операции он находился под наблюдением врачей и почти 2 недели не появлялся на публике. Только через Инстаграм он успокоил фанатов, написав коротко: «Со мной все в порядке. Спасибо за дуа и добрые слова. Аллах велик». Слухи и домыслы множились, но Мурат вернулся на съемочную площадку, как только окреп. Он работал с повязкой на глазу, скрывая боль за привычной стойкостью. Только его взгляд стал чуть глубже, чуть тише, чуть старше. Эта операция стала напоминанием: даже самые сильные из нас нуждаются в заботе. Даже герои с экрана иногда сражаются не только с врагами в кадре, но и с болезнями в реальной жизни. Заработки, контракты и уровень богатства. Мурат Йылдырым не просто популярный актер. Он давно входит в число самых высокооплачиваемых звезд турецкого телевидения, и его имя стабильно ассоциируется с престижем, статусом и финансовым успехом. По данным турецкой прессы, начиная с 2015 года, его гонорары за главные роли в сериалах варьировались от 80 до 150 тысяч турецких лир за эпизод. В сериале «Рама» он получил один из самых крупных контрактов в своей карьере, около 120 тысяч лир за серию, что тогда приравнивалось к нескольким тысячам долларов. Помимо сериалов, он активно снимался в кино и получал отдельные премии за участие в международных фестивалях. Фильм «Айла. Дочь войны», где он исполнил важную драматическую роль, укрепил его репутацию не только как звезды экранов, но и как серьезного актера с мировым уровнем. Мурат также зарабатывает на рекламных контрактах. Он сотрудничал с такими брендами, как LC Уайкерки, Терексил, Вакко, а также стал лицом нескольких международных компаний. По слухам, один из его контрактов на рекламу превысил сумму в $1 миллион, что вывело его в элиту турецкого шоу-бизнеса. Актер также вкладывает средства в недвижимость. У него есть роскошная вилла в районе Бейкос в Стамбуле, а также апартаменты в Бодруме. По неподтвержденной информации, он приобрел дом в Марокко на родине своей жены Иман. По оценкам местных изданий, состояние Мурата Йылдырыма на 2024 год оценивается в 5-6 миллионов долларов США. При этом он не выставляет свое богатство на показ. Наоборот, в интервью он подчеркивает: «Деньги важны, но они не дают тебе смысла. Смысл – это семья, вера, здоровье и любовь». Несмотря на внушительные доходы, Мурат остается скромным и уравновешенным человеком. Он активно участвует в благотворительности и жертвует на лечение больных детей, поддерживает фонды, занимающиеся образованием и помощью семьям в бедности. Теперь он живет не только для себя.
Он живет ради своей семьи и ради своей мечты, которую так долго не мог осуществить – стать отцом. Мурат Йылдырым – один из самых узнаваемых актеров Турции. Его лицо часто мелькает на экране, но его настоящая жизнь почти всегда остается в тени. Он не из тех, кто раздает интервью направо и налево. Он не показывает каждую деталь быта в социальных сетях. Он умеет молчать, и в этом его сила. Многие не знают, что в свободное время Мурат пишет стихи. Это его личный способ справляться с болью. Он писал их в период выкидышей, во время послеоперационного восстановления и тогда, когда общество обсуждало его развод. Его стихи не публикуются. Они только для него. Он также известен своей глубокой религиозностью. Несмотря на свою популярность, Мурат строго соблюдает намаз, уединяется для дуа и часто уезжает в уединенное место, чтобы восстановиться духовно. Он никогда не делает из своей веры шоу, но внутри него сильный, верующий человек, прошедший через многое. Ходят слухи, что он несколько раз отказывался от ролей, в которых сценарий шел вразрез с его моральными убеждениями. Один проект с зарубежными инвесторами так и не стартовал, потому что Мурат настоял на переписывании сцен, которые считал неэтичными. Кроме того, мало кто знает, что Мурат не употребляет алкоголь и не посещает ночные клубы. В мире, где светская жизнь считается обязательной частью карьеры, он всегда оставался в стороне. Его выбирают не за громкие тусовки, а за харизму, честность и глубокие глаза, в которых зритель чувствует настоящую боль и силу. Он много раз повторял: «Моя жизнь не для шоу. Мое сердце не для камер». Тишина за кадром – это его личная крепость. Там он отец, муж, сын, поэт и верующий. И пусть мир видит только его роли. Настоящий Мурат живет в тени, которую он сам выбрал. История Мурата Йылдырыма – это не просто рассказ об актере. Это история мужчины, который остался человеком среди славы. Это путь, где была любовь и предательство, слава и унижение, здоровье и болезнь, страх и надежда. Он потерял 5 детей и все же не сломался. Он молчал, когда его обвиняли, и остался достоин. Он прошел сквозь боль и нашел в себе силы быть счастливым. Мурат Йылдырым – это не просто артист. Это символ силы, терпения и веры. Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе с нами. Где бы вы ни были, пусть в ваших домах будет мир, а в сердцах свет. До встречи в новых историях.